Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. 2024 год обещает быть щедрым. Нам уготованы не только совершенно новые проекты, но и продолжение любимых франшиз. Эти сериалы наверняка привлекут внимание зрителей и будут иметь высокие рейтинги. В общем, выбрать есть из чего. А что именно нас ждет, я вам сейчас и расскажу. Поехали! Наш список открывает сериал «Антология. Настоящий детектив». Один из лучших детективных сериалов этого столетия вновь рвется на малые экраны. В предыдущих сезонах в нем снялись такие мэтры, как Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл и Махершала Али. В грядущем сезоне сериал украсит Джуди Фостер, увековечившая себя ролью следователя в культовом фильме «Молчание ягнят», и Келли Рейс, профессиональная боксерка и бывшая чемпионка мира в двух весовых категориях. Четвертый сезон перенесет зрителя на Аляску, в город Энис. Детективам предстоит расследовать исчезновение и предполагаемое убийство нескольких сотрудников исследовательской станции. Сериал уже доступен с 14 января на HBO. Эстафету принимает военная драма «Властелины воздуха». В основу сюжета лег документальный роман Дональда Л. Миллера. Это эпическая история глазами американских и британских летчиков на события Второй мировой войны. Актерский состав не менее эпичный самой истории. В команде Остин Батлер, покоривший зрителя ролью Пресли в биографической драме «Элвис», и Барри Кеоган, сыгравший в военной драме «Дюнкерк». В режиссерскую команду вошли Кэри Фукунага, знакомый зрителю по фильмам «Джейн Эйр» и «Бондиаде. Не время убивать», а также Ди Рис, снявший биографический сериал «Бесси», и Тим Ван Паттен, который работал над «Игрой престолов» и «Кланом Сопрано». Также замечу, что продюсерами проекта выступили мастодонты Голливуда Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Все звезды говорят о том, что проект должен быть весьма достойным. Так что ждем 26 января, когда начнется показ первого сезона сериала на Apple TV+. Список продолжает политическая сатира «Режим». События сериала разворачиваются в несуществующей стране на европейском континенте. Во главе авторитарного государства канцлер, имеющая цель изменить свою страну. Но методы, к которым прибегает диктатура, весьма тривиальные: пропаганда, ложь и жестокий контроль общественного мнения. Роль авторитарного правителя исполнила спасшаяся в «Титанике» Кейт Уинслет. Компанию ей составил симпатичный, но печальный Хью Грант. В режиссерском кресле Стивен Фрирз, известный зрителю по фильмам «Портретам», «Королева» и «Потрясающей Примадонне». Старт показа первого сезона запланирован на 3 марта на HBO. Ну а теперь сериал с мрачным названием «Мертвые мальчики-детективы». И вы не поверите, но этот многосерийник о мертвых мальчиках-детективах. И все же создатели позиционируют его как комедийный детектив. В центре сюжета два подростка. После смерти они станут призраками и будут расследовать запутанные дела, связанные с мистическими силами. События разворачиваются в той же вселенной, что и в популярном сериале «Песочный человек». Этот проект ориентирован не только на подростковую аудиторию, но и на любителей экшена с элементами хоррора и черного юмора. Ожидаем премьеру первого сезона на платформе Netflix уже в этом апреле. В последнее время активно взялись за экранизацию компьютерных игр. И вот теперь время пришло для серии игр Fallout. За сценарий взялся Джонатан Нолан, брат культового режиссера Кристофера Нолана, и Лиза Джой. Они же вместе работали над сценарием к потрясающему сериалу «Мир Дикого Запада». В главных ролях Элла Пернелл, воплотившая юную Джейн в фильме «Тарзан. Легенда», Уолтон Гоггинс, наследивший в фильмах «Джанго освобожденный» и «Идентификация Борна», и Твин Пиксер Кайл Маклахлан. По сюжету прошло уже 200 лет после того, как случилась глобальная катастрофа. Уже несколько поколений людей скрываются в убежищах, но пришло время, когда они вынуждены выйти на земную поверхность, где их ждет враждебный постапокалиптический мир, в котором человечество должно научиться выживать. 12 апреля сериал выйдет на Amazon Prime Video. Следующий в списке самых ожидаемых сериалов «Сочувствующий». Это адаптация шпионского романа Вьет Тхань Гуена, который был отмечен Пулитцеровской премией. За дело взялся выдающийся южнокорейский режиссер Пак Чхон Ук, снявший «Олдбоя» и «Сочувствие госпоже Месть», отмеченные наградами Каннского и Венецианского кинофестивалей. В кадре мы увидим Железного Человека Роберта Дауни-младшего и Сандру О, обладательницу самой короткой фамилии, которую мы знаем по сериалам «Убивая Еву» и «Анатомия страсти». Вьетнамец после военного конфликта сбежал в Соединенные Штаты. Там, в Америке, он шпионит в пользу вьетнамской компартии. В этом нелегком деле ему понадобится помощь более опытного агента под прикрытием. Выход сериала был анонсирован на весну этого года, но пока точной даты нету. Он будет показан на канале HBO. Теперь поговорим о спин-оффе к «Игре престолов» – сериале «Дом драконов».
Уже летом мы увидим продолжение этого невероятно эпического зрелища. Бюджет первого сезона составил невероятные $200 миллионов. В день выхода сериала, 21 августа, его посмотрели 2,6 миллионов пользователей, что стало лучшим показателем среди сериалов за 2022 год. Нам обещают, что второй сезон будет более насыщенным, динамичным и эпичным. Помимо основного каста, который остался без изменений, мы увидим новых персонажей и драконов. Основной линией сюжета будет противостояние двух могущественных кланов – Вестероса Таргариенов и Хайтауэров. Конфликт, расколовший страну на два лагеря, перерос в гражданскую войну, которая получила название «Танец драконов». Премьера второго сезона запланирована на лето 2024 года. Сериал «Пингвин» — это спин-офф нашумевшего фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. Колин Фаррелл вновь вернулся к роли одиозного суперзлодея Пингвина. Также на экране мы увидим и Кристин Миллиотти, известную нам по участию в сериале «Фарго» и в фильме «Волк с Уолл-стрит». Ей предстоит противостоять главному злодею в борьбе за преступный Олимп. Создатели сериала обещали сохранить тягучую, мрачную и весьма стильную фирменную атмосферу DC. Действие сериала разворачивается спустя неделю после событий фильма «Бэтмен». Нам расскажут о приходе Освальда Оза Коблпота по прозвищу Пингвин к власти над преступным миром Готэм-Сити. Ожидаем сериал «Пингвин» на стриминге Max в конце 2024 года. Спустя 2 года после выхода предыдущего сезона сериала «Пацаны», популярнейший проект Amazon получил пролонгацию. Бывший агент ЦРУ Билли Бичер и его команда продолжат противостояние семерки супергероев во главе с мутным Хоумлендером. В 4-м сезоне мы увидим раскол общества на два лагеря. Одни уверены, что супергерои – надежда человечества, для других они неуправляемые злодеи. К своим ролям возвращается Джек Куэйд, Карл Урбан, Энтони Старр и Эрин Мориарти. Съемки сезона закончились еще весной 2023 года, и зрители ждали продолжения в конце того же года. Однако забастовка гильдии американских сценаристов внесла свои коррективы, и выход 4-го сезона пришлось перенести на 2024 год. Точной даты пока нет, но мы обязательно оповестим вас в наших анонсах. Наконец-то мы увидим в этом году долгожданное продолжение «Очень странных дел». Нам должны дать ответы на все накопившиеся вопросы о главных героях и о потусторонних существах. Ходят слухи, что создатели проекта после выхода 4-й части учли отзывы и даже изменили запланированную концовку. Тем, кто расстраивается, что прощается с полюбившейся историей, не стоит огорчаться, ведь братья Дафферы уже планируют запустить спин-офф и привлечь к его созданию совершенно новую команду, задача которой создать оригинальную, но при этом такую же атмосферную историю. График выхода финального сезона пока не представлен, но думаю, он появится в середине лета. Ждем появления сериала на стриминге Netflix. И завершает наш список сериал «Игра в кальмара». Первый сезон, который мы смотрели еще в 2021 году, наделал много шума по всему миру. На момент выхода проект стал самым просматриваемым сериалом в истории Netflix. Он получил положительные отзывы за оригинальный сюжет, затрагивающий остросоциальные проблемы. Также была отмечена и актерская игра. Отсутствие логического завершения первого сезона давало надежду на продолжение. И вот в этом году нам предстоит увидеть второй сезон этого необычного сериала. Нас ждет новая игра на выживание с заоблачным денежным призом. Также предстоит схватка Сон Ки Хуна, победителя первого соревнования, с создателями невероятно жестокого шоу. Нам обещают больше рассказать о фронтмене, ведущем игры, а также о некоторых персонажах, которых мы знаем по первому сезону. Игра в Кальмара 2 вернется на экраны в конце лета или начале осени 2024 года. Ну что, у меня на сегодня все. Таким был список самых ожидаемых сериалов этого года. Напиши в комментариях, какой из перечисленных проектов тебя заинтересовал. Всем пока-пока, услышимся.